топ-5 ТВ-боксов с улучшением изображения. И да, такие существуют. Дело в том, что все думают, что улучшать может только телевизор, но нет. ТВ-боксы тоже могут улучшать, делать апскейлинг, это значит улучшать низкобитрейтное видео, скажем так, улучшая четкость видео, там, как они пишут, до 4К, но это такое все. И есть такая технология AIPQ, которая улучшает контраст, цветность, там еще там некоторые моменты. Но, в общем-то, сегодня у нас топ-5 таких устройств на зиму 2026, ну, 2025 и 2026 уже заканчивается год, 25, поэтому на канале Технозон поехали. Ребят, на главной страничке моего канала подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. И еще у нас, видите, розыгрыш крутого телевизора для жителей Украины. Ссылка в описании под видео на условия. Еще в описании под видео ссылка на проверенных продавцов, промокоды на все, скажем так, ТВ-боксы, которые мы сегодня будем рассматривать. И еще и обзоры. Я делал обзоры на все эти ТВ-боксы. Начнем мы с первого места. Не с последнего, с первого, потому что оно самое интересное. И первое место, да, это будет Yugus SK1 и Yugus AM8 Pro. Два монстра на iMlogic S928, при этом которые действительно очень мощные. Они стоят недешево. Это формулы памяти 8 на 128. Ну, в случае с прошкой там есть у нас, допустим, 8 на 64. Но при этом сейчас Yugus SK1 даже выгоднее брать. Видите, $186. С промокодом будет еще дешевле. Но эти ТВ-боксы, что касаемо именно улучшения изображения, у них есть, во-первых, управление картинкой, конечно же. А во-вторых, есть такие штуки, как 4К апскейлинг, и есть 120 Гц, и плюс есть все типы автофреймрейта, и плюс есть AIPQ. Что такое AIPQ? Это технология, которая анализирует кадр за кадром сцену и улучшает контрастность, цветопередачу, еще некоторые моменты, именно связанные с цветом, контрастностью там, и пересветом и тому подобное. То есть там очень много разных моментов. Улучшает очень хорошо контент в Dolby Vision, если смотреть, а у него есть Dolby Vision, у него есть Dolby True HD и Dolby Atmos через Dolby True HD, но в пробросе, и плюс еще есть лицензия Widevine L1, кроме Netflix, базовые какие-то стриминговые сервисы будут беспроблемно работать. А самое главное, это мощность и обновление. На текущий момент он идет уже на Android 14, это последний для ТВ-боксов. Если вы там видите на Алиэкспрессе ТВ-боксы Android 15 какие-то на Allwinner, то извините меня, это подделки из планшетного какого-то Android, это очень далекое устройство для ТВ-бокса, ну, это далеко от ТВ-боксового устройства. В данном случае я советую посмотреть мой обзорчик, тут LPDDR4 стоит память, хороший Wi-Fi 6, это прям вот топ, но это не сертификат. Это не сертификат. Сертификаты с улучшением изображения будут дальше, но если вы знаете, для чего вы берете, то это, конечно, классно. Ну, вот по поводу AISR технологии вы видите там вставочку, да, там, грубо говоря, то есть так вот это все дело работает. То есть есть низкобитрейтное видео и просто-напросто улучшается за счет, скажем так, апскейлинга. А также здесь вот есть Yugus AM8, он отличается только тем, что у него нет Widevine L1 и объемом памяти. В остальном всем приблизительно одинаковые ТВ-боксы. Тоже Wi-Fi 6, Android TV модуль есть. И, конечно же, на Android 14 он тоже уже обновлен. При этом у него есть 1000 мегабитный LAN. Шикарные TV-боксы. Пожалуйста, при этом у них даже не Wi-Fi 6, а Wi-Fi 6E с 6 ГГц. Пожалуйста, пользуйтесь, одни из самых мощных. Но на втором месте у нас Zidu серия. Это тоже iMlogic S928XK. И да, действительно, Zidu перешли из разряда каких-то там медиаплееров старого формата, когда они были на Realtek 1619, на iMlogic, но ничуть не прогадали. Отличительная особенность от Югусов это то, что они дороже, и у них базовая прошивка без Google сервисов. Их можно отнести действительно к классическим медиаплеерам, но можно поставить прошивку с Google сервисами, однако вернуться потом с Google сервисовых прошивок нельзя. Чем отличаются? Есть каталогизаторы, очень классные фильмов, у него есть SATA интерфейс, допустим, смотрите, а вот можно посмотреть хайлайты, Wi-Fi 6, у него есть, ну, конечно же, Dolby Atmos, HDR10+, Dolby Vision, в 6 на 64 памяти и там декодирование DSD, флаки, вавы, он по музыке тоже заряженный просто очень-очень круто. Но есть немаловажный аспект. AISR
апскейлинг и IPQ тоже есть через вот этот вот iMlogic S928XJ. При этом я советую брать именно вот этот вот облегченный Z9X 8K, потому что тот, который идет уже Z20 Pro, он там просто монструозный, но это тот же самый TV-бокс, только с форматом кейса под 3,5 жесткие диски большие. И там уже совсем другое дело. Здесь это более похоже на TV-бокс, какое-то классическое исполнение. При этом есть, опять же, Dolby Atmos, есть даже стрим, ну вот именно как Bluetooth стример, да, как там стримят музыку. Тоже он Tidal Connect поддерживает, поэтому можно отлично работать. Хорошая тема, отличный TV-бокс. И действительно тоже улучшает изображение, картиночка получается. Особенно классно из AVS 10, когда нет, допустим, у вас Dolby Vision телевизора, но вы можете Dolby Vision контент конвертировать в SDR и прям вот красивая четкая картинка. Тоже TV-бокс, который улучшает изображение вне зависимости от телевизора. А теперь у нас третье место. Это Rocktech GT1, это Rocktech GX1 и Yugus SK2. А у меня, кстати, вот есть Yugus SK2 и Rocktech у меня стоит. У меня GX1 дома стоит, я его сейчас использую как основной. И почему он на третьем месте? Потому что там Realtek процессор 1325 и сочетание цены, вот очень неплохое с его возможностями, тоже есть VS10 технология, есть AISR, AIPQ, но вот этот вот момент с затянувшимся обновлением на Android 14 и детские болезни, которые там есть, все ждут исправления этих болезней, его подвигает на третье место. Он стоит на текущий момент $76, есть, допустим, в Украине можно купить на technozone.com.ua его примерно за ту же самую цену, только с гарантией официально, еще и до конца ноября с подарком года предоплаты. Но тут важно понимать, что здесь есть и Dolby True HD, и Dolby именно в декодере, да, там Dolby Atmos через Dolby True HD в пробросе, то есть есть Dolby звук. Это Netflix сертифицированное устройство, то есть оно имеет полный сертификат, и все стриминговые сервисы тут будут работать. Но это Google TV, это не Android TV, это Google TV, вы должны это понимать. То есть все три устройства абсолютно одинаковые. Существует бета на Android 14, но пока что вот я вот, знаете, они обновились номинально на Android 12, там, блин, проблема с VS 10 началась, а потом Android 14 бета, там есть тоже свои мелкие болячки, но все ждут уже решения. Поэтому я их опустил на третье место. Если они решат свои болячки, то компромисса в этих ТВ-боксах не будет. Шикарная картинка Realtek, пульт, которым можно управлять дополнительными устройствами. Кстати, на Югусах тоже можно управлять дополнительными устройствами, Bluetooth пульт. И плюс еще сертификат с Netflix, он не оставляет никаких компромиссов, вот на самом деле. На четвертом месте у нас Rocktech GT1. Здесь уже нет Dolby Vision, потому что в первой тройке есть Dolby Vision. Здесь идет Rocktech GT1 и есть у нас Nexon X12, RT X2 и Nexon X11. Я вам объясню. Nexon X12, Nexon X11 отличаются, ну, вернее, изначально это Rocktech GT1 и RTX 2, они отличаются только лишь наличием сертификата, и в RTX 2 у нас памяти 4/32. Здесь у нас 2/32, Realtek 1325 с HDR, HDR10+, и здесь вот как бы болячек вообще практически нет, почти нет. То есть AISR, AIPQ рабочий VS10, и здесь вот за $44 это прям вот компромисс компромиссный. И классно работает. Netflix сертифицированный и тоже улучшает качество низкобитрейтных видео. Для старых телевизоров это вообще тупо классная тема. То есть вы поставили, VS10 включили, конвертнули HDR-чик и вообще просто топ. При том, что, опять же, в Украине можно его взять на сайте technozone.com.ua и можно, в принципе, использовать промокод Technozone для скидки. И RTX 2 это вот тот же самый не сертификат, но мы делали обзор на Nexon X11. Nexon X11 в Украине интереснее, потому что в нем есть HDR10+. В RTX 2 HDR10+ нет. Хотя TV-боксы практически одинаковые. И плюс еще в Nexon X11 и в RTX 2 есть 1000 мегабитный LAN, ну и формула памяти. Тут не стоит забывать. Кстати, Nexon X11 получил обновление с решением каких-то мелких недочетов, которые были на старте продаж, и продолжается улучшение на текущий момент. Вот тоже советую. На пятом месте у нас глобальные версии Xiaomi TV Box S 3 генерации и Mi TV Stick 4K 2 генерации. Хотя здесь iMlogic S905X5M, казалось бы, новый проц, 2,5 ГГц, все интереснее, и у них есть AISR, это Super Resolution, который улучшает именно четкость. У них нет AIPQ, к сожалению. То есть они тоже улучшают, они тоже сертифицированные с Netflix. У них есть нормальные пульты для управления сторонними устройствами. Ну, имеется в виду включение-выключение, источник питания и регулировка громкости. И они нормально
классно все играют, но у них не полный пакет улучшения изображения, поэтому не только на 5-м месте, хотя если брать TV Box, например, или TV Stick до 50 баксов, то тут компромисса нет, потому что они с Dolby Vision. На секундочку, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS звук, есть, допустим, тот же самый Netflix, и все сертифицированные именно программы, лицензии, которые требуют сертификации, не будут работать, то есть это полностью совместимый TV Box, глобальные версии. И тут вообще тоже бескомпромиссно, поэтому вот 5-е место такое, весь топ я вам огласил, ссылки в описании под видео на обзоры, хотите про каждый из TV боксов посмотреть более детально, переходим и смотрим. У нас есть полные тесты, полные обзоры и, конечно же, ссылки в описании под видео на проверенных продавцов с промокодами. А с вами был Бабл на Collective Amazon. Пока.